Здрасте, дорогие друзья. Как говорила моя мама, собака, как живая, встает из-под трамвая. У меня все был ковид. Здрасте, Мария. Да вы мне уже написали, поставьте мне песню как ковиднику. Бывшему ковиднику. Да, бывшему ковиднику. Михаил, мы очень вообще рады, что с вами все хорошо, и что вы снова наконец-то с нами. Я уже устала говорить, давать сводки в эфире о вашем здоровье. Да. Но, слава богу, я не могу сказать, ну, то есть я здоровый уже, но, к сожалению, ковид это не простуда, потому что у меня периодически то хвост отваливается, то лапы. И действительно многие на это жалуются, что после ковида потом какое-то количество месяцев идут какие-то побочные явления. Там бессонница стойкая, например. Сегодня на корточке сел, мог встать только опершись о подоконник двумя руками. То силы покидает. Но я специально собрал все, что осталось, для того, чтобы сегодня провести эфир. Мы вам в качестве теста кофе принесли. Спасибо большое. Пахнет, кстати. Да, прям слышно отсюда, да. Да. Ну вот, что нам пишет Филипп, который читал вашу книгу, и которому понравился пофигизм ее и правильное отношение к этой арендованной жизни, как пишет Филипп. А Филиппа просто так, конечно, не сломишь, потому что Михаил, пишет Филипп, я в 90-е годы был опером в уголовном розыске, и так продолжалось 11 лет. Вот это вот были непростые годы, и чего я только не видел и не делал. Я не уверена, конечно, что любой невроз быстро лечился в уголовном розыске. После такой прививки можно, конечно, продолжать жить вообще в любые времена. Кстати, тут все хотят «Ночной ларек» послушать. Просто все не знают. Что такое «Ночной ларек»? Вы не знаете, что такое «Ночной ларек», а я знаю, что такое «Ночной ларек». Это соседняя радиостанция? Да. Вот Дарья, 30 лет. А мы еще вернемся к песне. Из Москвы пишет. Я считаю, что не нужно бояться что-то менять. Мы так трепетно относимся к своей жизни, боимся совершить ошибку, как будто мы будем жить вечно. У нас звоночек. Звоночек. Добрый вечер. Здрасте. Здравствуйте. Очень рад, что до вас дозвонился. Михаил, с выздоровлением. Поздравляю вас. Спасибо. Буквально день назад купил вашу книгу, ездил к родителям в Анапу, зашел в магазин, увидел вашу книгу, там ваша шикарная фотография, вообще все просто буду читать. Как вас зовут? Хочу сказать, меня зовут Дмитрий, город Краснодар. Дмитрий, смотрите, я живой, и такой разговор может быть после моей смерти. Например, вот Михаил уже помер, и тут звонят слушатели, говорят, вы знаете, зашел в магазин, а сегодня у нас тема «Как приготовиться к новой жизни». Дмитрий. Итак, въехал. Как приготовиться к новой жизни? Ну, давайте я вас спрошу. У вас с работой все в порядке? Да. Коронавирус на вас не повлиял? То есть вы работали и будете работать независимо от пандемии. Я правильно понимаю? Да, с работой все в порядке. Дмитрий, вам спасибо, во-первых, что за комплимент. Во-вторых, я вам желаю, чтобы никогда никакой коронавирус не обращал вашу трудовую деятельность. Но я сегодня, друзья, обращаюсь к тем людям, которые имели работу и потеряли ее, или сейчас потеряют ее, или понимают, что они ее потеряют, потому что процесс затягивается. Вот я говорю, мне директор сказала, что раньше лета я могу не дергаться, потому что вряд ли я куда-то поеду. А мне, кстати, звонят, организаторы из разных стран, говорят, Михаил, а у нас, я не буду фамилию называть, вот этот выступал, 2 стадиона собрал. Говорят, вот этот выступал, говоря о самых наших звездах музыкальных. Я директору говорю, Наташка, а че я-то не еду? На что Наташа очень мудро говорит, а ты что, на корпоративах выступаешь? Я говорю, нет, вот кто на корпоративах выступает, тому можно за границей. А кто не выступает, тот ровно на попе сидит дома. Так, нам пишут люди, которые, возможно, тоже не выступают на корпоративах. Слушательница, даже посмотрю, как сейчас зовут, Кристина. Кристина хочет приехать из Москвы за город, ввиду вот здесь с той ситуацией, которая разворачивается, но вообще не понимает, как морально подготовиться можно к смену места жительства. Рассказываю, Кристина. Был у меня опыт. Снял я пару лет назад дачу в Подмосковье. 3 дня пожил и сдал дачу обратно. Оказалось, не мое. А еще до этого был случай лет 15 назад. У меня брат живет в Подмосковье, у него дом. Он там всю жизнь живет. И его сосед продавал соседский дом. Но это же одно удовольствие с братом прямо рядом. И я приехал, дом посмотрел, дом мне понравился, недорого было. И вдруг брат мне говорит, слушай, если ты здесь жить собираешься, то ночевать-то оставайся у нас. В 11 вечера мне стало плохо от этой гробовой тишины.
Я все-таки родился в центре города Москвы, я не переношу. Знаете, когда это зима была, тишина такая, я бы сказал, зловещая ночью. А то поселок хороший, охраняет. Менты так скрипят сапогами по снегу, это единственный звук, который был. Я сказал, я больше не могу, я домой хочу. Уехал домой в Москву и, естественно, ничего не купил. Поэтому, для того, чтобы у вас не было неожиданности, как у меня, вы сначала поживите там, не в городе. И если вы там хотя бы неделю или месяц протянете, это ваше. Если у вас будет, помните, как это Штирлица неудержимо рвало на родину? Если у вас будет родительский дом все время манить в себе в городе, то, конечно, это не ваше. Добрый вечер. Здрасте. Добрый вечер. Меня слышно? Очень хорошо. Меня зовут Андрей, я из Москвы. Вот, в тему вашего разговора, Михаил, да, и Марию. Значит, у меня был ИП, и связана наша была деятельность с перелетами. То есть у нас была перехватывающая парковка, люди оставляли машину, улетали, в аэропорт встречали. Соответственно, когда вся эта история началась, люди перестали летать, соответственно... Вот правильно, Андрей, спасибо. Вот вы точно поняли, о чем мы сегодня говорим. И что вы сделали в связи с этим? Мне ничего не оставалось сделать, потому что это был просто настолько неожиданный удар, что я даже ничего не думал, не готовил. Все было налажено, и все работало как часы. А сейчас я занимаюсь тем, что снимаю ролики в ТикТоке. У меня уже больше 10 тысяч подписчиков, и я нашел себя, я реализовался. Андрей, нас интересует не хобби, а деньги. Вы роликами в ТикТоке зарабатываете что-то похожее пока на не парковку? Началась монетизация, нет, но я чувствую, что вот уже скоро, то есть уже стали поступать предложения. Это я уже нашел себе ту деятельность. Я раньше работал и на телевидении, и в кино. А сейчас у меня свой небольшой... я думаю, кто эти люди, которые занимаются перехватывающей парковкой? Это бывшие работники телевидения и кино, так. Наверное, да. А вы знаете, что, например, как они назывались люди, гардеробщики в ресторанах, гардеробщики и швейцары, вот в СССР, знаете, кто они были? Полковники КГБ в отставке. На минуточку. Вот. Не знаю, Михаил, я, например, оценила. Раньше работал в авиации, а сейчас делаю тикток-ролики. Вообще, вот Андрей... довольно кардинально. Хотя это связано и с тем, что Андрей снимает отчасти. Нет, Андрей молодец, и Андрей первый человек, который нормально понял, о чем мы говорим, и на своем примере показал, что можно сделать. Я, кстати, не шучу, потому что это очень богатые люди были. Они на входе брали с таких, как я, 3 рубля или не пускали. А гравировщики к концу смены имели деньги, которые я за год в школе не зарабатывал. Поэтому не зря туда брали таких проверенных бывших комитетчиков. А что нам еще пишут? Ллойд из Москвы нам пишет. Я ушел летом с работы и пошел учиться на кардинально другую должность. С продажи шины на инженера по тестированию. Но пока не работаю. А еще купили этой осенью дом в Подмосковье, ждем ремонта и переезда. А люди спокойно, я смотрю, относятся ко всему. Вообще. Здрасте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел бы поделиться своей историей, да? Да, пожалуйста. Я работаю в сфере юриспруденции, меня зовут Сергей. Да, Сергей. И у меня произошли такие сложности в жизни, кардинальные, скажем так. Мне избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, и у меня возможности работать не было. Вам меру пресечения? Да. Вам, юристу? Да. Так. В общем, я сейчас о чем говорю. Ко мне приходили также люди, приходили за советами и жаловались на такие мелочи, что у них там... Я потерял работу, естественно, 2,5 года дома сижу, ничего не делаю. Они приходят там, ссоры с женой, какой-нибудь, и в конце только понимали, что у меня проблемы гораздо более серьезные, чем у них, да? И я не унываю, с улыбкой смотрел на жизнь, я научился рисовать, я научился за это время работать, слесарить, по дереву работать, да, и сейчас этим самым зарабатываю на жизнь, я абсолютно так же не унываю, и весело смотрю на жизнь. И смотрю на этих людей спустя 3 года, вот как они были в своих проблемах, которые у них в голове, они так и остались. То есть не продвинулись в решении своих проблем ни на один шаг.
Поэтому то, что пандемия и потеря работы, ну это же все в наших головах. Это проблема, которая... Не, пандемия и потеря работы — это в реальности, это не в наших головах. Да, Зря это вы так. понятно. Но я имею в виду, это не глобально, что на этом жизнь закончилась. Нет, На этом жизнь не заканчивается. я как раз Этим тоже... надо жить, и все. Я хочу сказать, что я абсолютно с вами согласен. Во-первых, вы молодец. Во-вторых, я рассказываю, что в китайском языке кризис, иероглиф, означающий кризис, также означает выход в новые качества. Потому как многие люди даже не знали о своих возможных ресурсах скрытых и думали, что они все время будут тянуть эту лямку. А тут оказывается, что, оставшись без работы, они вдруг стали креативить, у них появились мысли, идеи. Потому что как бы напиться и побухать по этому поводу и впасть в депрессию вы всегда успеете. Понимаете, что сейчас происходит, Михаил? Что сейчас происходит? Нам все пишут, все поменяли, все довольны, все говорят, что это вы там недовольны, кто поменять не может. А вот интересно, конечно, звонки от тех, кто поменять не может. А работа Да, уже закончилась, друзья мои, Мария предыдущая. прямо правду говорит, что когда все хорошо, это здорово, и мы с удовольствием послушаем, то, что ваши звонки, они вселяют надежду и укрепляют веру. Но есть люди... И иммунитет. Да, как сказал Хемингуэй, жизнь людей ломает, но некоторые, он сказал, на изломе становятся крепче. По других он ничего не сказал. Вот мы хотим и других тоже послушать. Добрый вечер. Здрасте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаю вашу программу. Заинтересовалась по поводу замены. Да, я потеряла ИП, пришлось закрыть его. А чем ИП занималась? ИП я занималась белорусским льном, тканями. Так. Я очень люблю такие тканишки. Занималась 7 лет, и вот в этом году пришлось, конечно, закрыться, потому что условия начались, и к тому же арендодатель нам поднял аренду с июля и заставил нас заплатить за все коронавирусные месяцы аренды. Ну, это уже другой вопрос. Ну, к тому же подтолкнуло то же самое. Ну, продала квартиру в Москве, в Новой Москве, и купила себе дом в Калужской области. И сейчас очень довольна. Конечно, настороженно. Подождите, дом в Калужской области денег не переносит. Или вы вообще работать больше не будете? Работать пока не могу, ищу работу. Надеюсь, что найду. Какую работу ищет человек, который до этого торговал белорусским льном? Ну, как работающий, я уже почти в последнее время, почти 2 года в минусе были, потому что люди... Тем не менее, вот какую работу вы сейчас себе ищете? Я хочу быть автоледем, то есть развозить детей в бассейны, в школу, то есть, ну, помогать таким же родителям. Круто. Автоледи вы сказали, да? Автоледи. То, что мы не услышали. Да. Автоняня, как там они... нет, автоняня, извините. Леди, няня, няня-леди. Да. Вот. Как сказал Бендер, то скажет, что это мальчик, пусть первый бросит меня камень, да, читаю я. Мари, Михаил, работал 6,5 лет на последнем месте. Инженер международного концерна. Город-миллиончик, автопромышленность, любимые люди, любимая занятость. Синдром выгорания. Просто устал, ушел с радостью. Готовлю документы на новую должность на атомный ледокол на Северном флоте. Денис, Нижний Новгород. В Нижнем был, флота нету, море тоже. Вот Денис по этому поводу идет на север. Я зачитаю 2 вдохновляющих сообщения. Наташа из Москвы. Добрый вечер. Компания, в которой я работала очень долго и думала, что делать с людьми. Компания думала, что делать с людьми. Переводить на удаленку или в итоге всех уволить. Но в результате уволили. И меня тоже. И это произошло ровно за неделю до локдауна. Сначала у меня был ступор, что делать. Но потом я начала работать с блогерами, потому что давно за ними наблюдаю и знаю свою работу. И у меня получилось. Сейчас я занимаюсь рекламой. И все стало лучше, чем работать на дядю, пишет Наташа из Москвы. Наташа, вам успехов. Я хочу от кого-то добиться истории про денег, потому что я купил квартиру, это не про деньги. Я стал ТикТок, это пока не про деньги. А вот чтобы человек сказал, вот я потерял работу, которая столько стоила, а сейчас я имею работу, которая столько стоит. Ну вот Наташа, она потеряла одну работу и сама пошла продавать продукты блогеров. Молодца. Я думала, вы скажете, продайте меня, Нет, Наташа. я хочу сказать, это самое, когда мы говорим про как выйти замуж, то я говорю мужчина как троллейбус. Ушел один, придет другой. Добрый вечер. Здрасте. С работой также. Алло. Здравствуйте. Добрый вечер. Как вас зовут?
Сергей. Что вы, Сергей, потеряли в этой жизни в качестве работы? Потерял немного качество работы. Зарплата стала меньше. Чем вы занимались и что вы потеряли? Расскажите. До первой волны коронавируса была более высокая зарплата. После этого зарплату урезали и, в принципе... просто урезали зарплату, потому что сейчас не лучшие времена, да? В принципе, да. Так. И тут вопрос возникает в том, что это не, на мой взгляд, это не какой-то локальный конфликт, который там мы сейчас переживем там, через пару-тройку месяцев. А тенденция к ухудшению жизни, она идет уже там много лет. Допустим, если там снижается зарплата, растет курс. И здесь вопрос скорее, где взять вот это вот там... Не, подождите, можно я вам... на будущее, который там позволит хоть как-то с оптимизмом смотреть вперед. Расскажу вам, но я хочу сказать еще одну вещь, если позволите. Россия особая страна. В России ни от чего не зависит качество жизни людей, как от углеводородов. Если цена на них пойдет вверх, денег будет больше. Если вниз, денег будет меньше. Вот вся, собственно, наша экономика. Для этого не надо даже быть экономистом. И так было всегда, кстати. Вот одна из причин, почему были пустые полки в магазинах при Горбачеве и конце советской власти, потому что нефть стоил, по-моему, там $15-20 за баррель, то есть ничего не стоило. А когда $150 за баррель, деньги валялись на земле. Поэтому у нас страна неубиваемая. У нас всегда что-то, какой-то ресурс еще находится. Если нефти не хватит, мы лес срубим. Если леса не хватит, мы воду продадим. Вот мы, кстати, по-моему, первое место в мире занимаем по запасам питьевой воды. Это огромное богатство, не меньше, чем нефть. У нас есть редкоземельные металлы, алмазы. Вообще есть чем торгануть на черный день. Наша жизнь мало вообще зависит от этого торгануть, потому что все... Это уникальная страна, где богатство... Да, богатство страны никакого отношения не имеет к жизни народа. У нас сейчас, кстати, перерывчик небольшой. Да. Жизнерадостные разговоры идут. Никто не плачет, не говорит, мне нечего есть. Как в этом говорит, два одноклассника, помните, встречаются... Один олигарх, а другой нищий. Нищий этому говорит: слушай, я 3 дня не ел. Олигарх говорит: слушай, надо тебя заставлять, старик. Вот таких звонков у нас нету. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Здрасте. Здравствуйте, меня зовут Дарья. Мне 28 лет. Так. Я звоню из Казани. Так. Я хочу с вами поделиться своим случаем. Я думаю, что он подходит к теме. Я до 26 лет пыталась найти свою профессию, но не нашла, решила заняться самозанятостью с 27 лет. Угу. Хотела переехать для этого в другой город, сама из Екатеринбурга, и всю жизнь там прожила. Мы планировали, мы вложили деньги, то есть уже товар был заказан из другого города, и мы уже планировали переехать и начать бизнес, мы хотели открыть магазин, то есть моим молодым человеком. Так. Но с наступлением пандемии, он вообще у меня работает на севере, и основной доход приносил семью он. А я уволилась для того, чтобы заняться своим бизнесом. Так. И когда пришла пандемия, он лишился работы, и мы, в общем-то, все потеряли практически. Все деньги нам не на что было жить. И сейчас мы вроде переехали, но у меня ощущение какой-то фрустрации. Я заболела сейчас и не могу вообще работать, и не могу... Вы заболели чем-то или ковидом? Ковидом заболела, да. Я переболел, ничего страшного. Неприятно, конечно. Да, получается сейчас... Вы лечитесь, потому что многие люди боятся связываться с госорганами и лечат, дома болеют. Вот я могу сказать про себя, я неделю поболел дома, потом сдался властям, поехал в государственную больницу, и мне очень понравилось, меня реально лечили, мне 2 раза в день кололи в живот антикоагулянты, делали капельницы, в общем, мне понравилось. Насколько может понравиться людям болеть в больнице. И если бы я лежал дома, то я бы многих вещей не знал про себя. Там КТ бы мне не сделали, я не знал, что такое сатурация, сколько у меня кислорода в легких и так далее. Вы сами лечитесь? Я лечилась сначала сама, думала, что простуда, потому что очень было похоже. И около 1-2 недели я лежала и понимала, что мне хуже, ничего не помогает, обычные порошки. И потом уже я вызвала врача. И дальше уже вы с доктором, да? Да, дальше я уже с доктором. Вот это правильно. Так вы сейчас находитесь во фрустрации или вы из нее вышли уже? Нет, вот сейчас вопрос мой в том,
после болезни получается, что людям, которым я оплатила за рекламу, то есть те деньги, которые были вложены, они, грубо говоря, пропали. То есть в связи с пандемией мы очень много потеряли, и сейчас у меня нету вот этого желания дальше что-то продолжать, и вот это чувство фрустрации. То есть ничего не хочется. И все. Давайте, может быть, я вам скажу, и вас это приободрит. Значит, мне надо, вот я же 2 раза в неделю по средам и по воскресеньям делаю лекции онлайн. И люди, которые мне пишут письма, самые любимые письма, это 2 письма. «Сдохни, тварь». А 2 письмо «Кому война, кому мать родна». Знаете, кто это пишет? Это люди, которым не вернули деньги за билеты. Ну, как в вашем случае, да? Значит, а мне билетная касса должна 3 миллиона. Она мне тоже эти деньги не возвращает. То есть они думают, что деньги у меня, хотя они, если бы элементарную логику включили, они бы поняли, что я не торгую билетами, и билеты они покупают не у меня, а в билетной кассе, ну, электронной билетной кассе. Вот билетная касса мне тоже деньги не отдает. Вот, поэтому я хочу сказать, что ничего страшного. Я поныл, поскулил, подергал билетную кассу за разные места. Она обещала когда-либо отдать. Но не отдает. Но это же не означает, что надо опускать руки и ничего не делать. Правда же? Правда. Шире плечи, выше грудь? Будем надеяться. Вот, пожалуйста. 5 лет назад потерял работу. Сейчас занимаюсь торговлей, зарабатываю от 500 до 1,5... Как это по-русски? До 1,5 миллионов в месяц. На руке Rolex. О, я бы не гордился, Rolex так, часы-то. Сейчас я хочу вообще под попы Porsche, я счастлив, Харон дал огромный толчок работы. Чем лучше мне, тем лучше окружающим, делаю семью счастливой. Вы молодец, но я хочу про Rolex сказать. Когда был кризис 2008 года, то охрана Обамы подошла к нему и сказала: «Барак, ну вообще неуместно с таким будильником ходить. В стране кризис, в мире кризис, а у тебя часы за $4000, что для российского человека просто бесплатные». И они ему скинулись и купили часы, которые они сами носят за $140, часы охраны президента, там, с гербом, со всеми. Я хочу сказать, и, кстати, Миша Королев, вот этот знаменитый фотограф, сказал: прошло время дорогих часов. Мир изменился. Сейчас совсем не модно носить часы по $1 миллион, а очень модно носить часы за 3 копейки. Ну, не могу не обратить внимание, что у слушателя все хорошо все-таки. Это я его поздравил. Просто приводят другие аргументы. Давайте телефонный звонок. Добрый вечер. А Rolex лучше бедным подарить. Добрый вечер. Здрасте. Алло. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Как не поверить, что я в эфире, это было не так просто. Вы можете пока освоиться. Меня зовут Анастасия, мы тоже с вами лично знакомы. Миша Королева тоже привет. Вот прям так растрогалась, слушая вашу передачу, что решил позвонить. Я режиссер, актриса и, в общем, творческий работник, продюсер, много всего. И, конечно же, очень ударила пандемию. То есть работы сейчас нету? Ну как нет, конечно, есть. Я просто не понимаю, как можно не работать, поэтому она у меня всегда есть. Она либо платная, либо бесплатная. Вопрос, что работа есть всегда, финансовый кризис налицо. Вот. Я бы так обрисовала проблему, да. Вот. И я хочу сказать, что я вижу огромные перспективы той ситуации, которая происходит. Лично для меня большего роста психологического, человеческого, морального, религиозного и в том числе творческого в моей жизни не было. Потому что, возможно, оставшись один на один с самим собой и своими проблемами, можно решить довольно много интересных проблем, от которых мы бежим. И дописано кино, которое лежало 15 лет в ящике. И понятно, что сейчас самый момент, потому что хотелось бы снять про будущее и про мир после пандемии. Сделано очень много благотворительных вещей, на которые руки не доходили, потому что мы все живем ради себя, а уже, понятно, что надо тоже помогать как-то. Ты ценишь просто прогулки на свежем воздухе, там, собачку, близких. Ты занимаешься рукоделием. Не знаю, для меня вот то, что происходит, это, наверное, самый лучший этап моей жизни, потому что я поняла, что я абсолютный сексофоб,
что мне дико нравится жить самой собой в уединении и продавать что-либо через интернет или преподавать через интернет или вещать через интернет, наверное, это самое лучшее, что могло со мной случиться. Вот я не могла не поделиться. Спасибо большое. Кстати, мой товарищ Саша Маленков, это главный редактор журнала «Максим», мы тут недавно с ним на улице случайно столкнулись, он говорит, даже людям неудобно в глаза смотреть, я так... А он еще на карантине сидел, балдея от того, что я дома сижу. Я, наверное, тоже социофоб, не хочу ни с кем общаться, и мне так хорошо работается, и не надо никуда из дома выходить. А некоторые, между прочим, не могут на месте сидеть. Ну, у нас было сообщение чуть раньше от человека, который столько работает сейчас, что он написал, что, господи, скорее бы уже пришел ковид. Ну, это просто невозможно говорить. Ну, то есть я не могу расслабиться, такой объем работы огромный. Вот тут видите, наоборот. Добрый вечер. Здрасте. Говорите, пожалуйста. Это мне? Ну да, нас тут трое. Я, вы и Мария. Ой, здравствуйте. Ой, Здрасте. Первый раз дозвонилась просто. Я вам расскажу тоже свою историю по поводу пандемии и смены работы. Работаю 8 лет на одном и том же месте. И, в принципе, нашу сферу коснулась. Это я работаю с пластмассовыми материалами, оптовая торговля. Ну, в общем, они нужны всегда, и все равно перевозки есть. А с чем вы работаете еще раз? Я в закупках смазочные материалы. Масла всякие, автомобили. Ну, да. Понял, да, спасибо. И так далее. Ну, честно, конечно, были спады в продажах, особенно когда был локдаун и все закрыто. Но так много вокруг вот людей, которые пострадали намного сильнее, чем я, да, в большие сферы, что у меня очень большое такое сострадание это вызвало. И у меня идея была сменить работу очень давно, сменить сферу, потому что она мне не нравилась. И как-то вот я даже не знаю, как это объяснить, но меня вдохновили примеры людей, которые потеряли работу и вынуждены были ее искать другую, там, переучиваться. Я, в общем, сама написала заявление, хотя меня никто не просил никуда уходить. Сама пошла сейчас на курсы диджитал, там, программирования, тестирования, аналитик. И как бы сама вошла в эту волну потерявших работу по собственному желанию, представляете? Честно говоря, очень большой кайф от этого сейчас получаю. Как будто я, знаете, в одном движении со всеми. Но в то же время, конечно, большое... Никому из семьи еще об этом не сказала. У меня есть какая-то возможность никому не говорить, что я ушла с работы. А сами вы чувствуете подъем душевный при уходе с работы? Ну, с одной стороны, конечно, да. Но есть и страх. Есть и страх, что я не вернусь. У меня была там хорошая, стабильная работа, да, даже которая в пандемии не коснулась. Но страх, вот, что через там месяц, 2, 3, 5, потому что обучение займет год. Может быть, у меня закончатся деньги раньше, чем я планировала, правильно? Обучение платное. Как парень с 2 почками говорит, что у него нет денег на подарок. Это шутка. Не поняла. Как парень с 2 почками говорит, что у него нет денег на подарок. Шутка такая. Ага. Вам есть на что доучиться, короче. Это был юмор. Страничка юмора. Да? Конечно. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Татьяна, и я хотела бы поделиться своей историей. Пожалуйста, Татьяна. Год назад я уволилась с работы, тогда еще не было так плотной истории с ковидом. Но я готовилась к ковиду, да. Поэтому заранее уволилась, не дожидаясь перитонита. Наверное. У меня появилась идея с подругой начать свой бизнес. Мы нашли инвестора, долго планировали, и процесс этот продлился где-то 2,5 месяца, и на моменте подписания уже непосредственно договора, это была франшиза, покупка франшизы, мы поняли, что вот сейчас уже закроют нас, и мы потеряем в деньгах больше, чем зарабатывали бы. И было принято такое роковое решение отказаться от этой идеи, даже с потерей денег, не очень больших, но тем не менее.
И это на самом деле очень плохо на меня повлияло. Я до сих пор считаю, что ковид сломал мне жизнь. Вот, в шутку, конечно, но тем не менее. На данный момент прошло лето, я посидела дома с ребенком, успокоилась. Вот, спасибо мужу за поддержку, в том числе и финансовую, взял всю ношу на себя. И я в сентябре вышла на работу абсолютно в новую для себя деятельность, и могу сказать, что я очень счастлива на данный момент. И чем вы занимаетесь в новой жизни? Сейчас я вышла в юридическую компанию, вокруг меня очень много умных людей, это очень воодушевляет, поток новых знаний неиссякаем. У меня неплохая зарплата, несмотря на то, что нет опыта в этой деятельности. Я косвенно отношусь к юриспруденции. Вот, занимаюсь такой офис-менеджерской работой, очень рада и призываю всех не унывать и не сдаваться. Но свою мечту по поводу бизнеса собственного я все равно лелею, вот, и просто буду ждать лучших времен. Спасибо огромное за духоподъемный рассказ. Что я хочу сказать, друзья мои, что по-разному люди... Мы пока, кстати, не знаем, что произойдет с нашей психикой, когда пандемия закончится. Ну, например, может быть, мы так и будем жить в том же режиме, в котором мы живем этот год, потому что многие психологи говорят о том, что когда вы меняете свое привычное поведение на неделю, ну, как бы поменяли, да, вынуждены. Но когда это происходит год, то ваше поведение, то ваша, как сказать, новая привычка может стать новым поведением. Ну, например, кто-то перестал вообще ходить по магазинам ногами и стал заказывать продукты, одежду и другие товары онлайн. Еще Трамп в свое время, еще много лет назад, сказал, что онлайн-торговля убьет целое государство. Как видите, никто не убит, государство существует, убивается офлайн-торговля. А может быть, люди, наоборот, настолько соскучатся, будучи в изоляции, по живому человеческому общению, что торговые центры цветут в 10 раз больше, чем они были до пандемии. Вот представьте себе, вы же не можете сейчас, знаете, как раньше было, с детьми выходные, и кино посмотрели, мороженое поели, стирального порошка на месяц вперед купили, и довольны возвращаются. А сейчас нет. Или тоже с кинотеатры, да, когда... Все это не существует. Да, Михаил, сегодня. тут люди на работу не хотят выходить, потому что из дома работаете практически. А насчет Рудня я хочу вам сказать интересную историю. Значит, в России, как вы знаете, театры там разрешили 25% посадки, что это, издевательство, потому что просто, чтобы как бы не платить деньги театрам и не сажать их на карантин. В Израиле хозяева ресторанов и баров бьют тревогу, люди не выходят на работу, официанты и бармены. Знаете почему? До 21 июля они будут получать по $1700 в месяц, потому что закрыты были бары и рестораны, и им эти деньги выплачивают, с учетом там чаевых и всего. И эти работать не хотят, они же так получают пособие. Друзья мои, все у нас будет хорошо, жить будем не вечно, в конце все равно помрем, но от старости в постели, а не от пандемии, чего я всем и желаю, как человек переболевший, такой человек похож как на воевавший, да? Вот, не так страшен черт, как его малютка. Я прощаюсь с вами.